Верните меня. Давай, Ира, открывай, открывай. Запускай. Запускай, солдат. Вы меня смущаете, сударь. Шли вдоль реки и вдруг увидели какое-то военное мероприятие собирается. Да, такая немаленькая машинка. Ну что, на Берлин в путь. Или на шведов. Ну куда ближе, туда поедем. Уличная выставка, военно-пожарная скорая помощь. Какие-то представлены там костюмы пожарных, полицейские тоже машины. Так, а это второй ряд сидений. Здесь также располагаются полицейские, когда их несколько человек. Вот. А сзади у нас уже идет кутузочка такая, да, для арестованных. Ну, тут буквально одного человека место. А Ира-то у нас в полицейских устроилась. Поехал на работу. Давай, удачного тебе рейда. Ловить преступников. Побольше поймай там всяких грабителей, убийц. Кстати, очень удобненько так. Так, вообще очень даже комфортно. Я покаталась. Вот видите, сколько у них всяких тут раций, приспособлений, тут все. Да. Клавиатуры. Пам-пам-пам, полицейский. Эй. Все. Это знаешь, что это? Можно подойти, со всеми сфотографироваться, с полицейскими в том числе. Так, а вот спасатель лабрадор коричневый. Здоровый такой кабан. Так, кто у нас тут из арестованных свежачок? О, товарищ Ирина. Ну что, Поймали. допротестовались 15 суток. Придется. А теперь вперед. И с песнями. Ну что-то он так заволновался. Не, он просто говорит ему команды, Ага. он выполняет. Вот это вот ретро, пожарная машина, Ford. Лет так 30, наверное, назад была. А вот так выглядит современная машина. Scania. Ну, какая здоровая пожарная машина. А кто это у нас там? О, товарищ Ирина. Товарищ Ирина, тебе надоело быть полицейским? Скажи честно. Я в пожарные пойду, пусть меня научат. Пусть меня научат. Как кресло. А кресло что за Очень кресло? интересно, гидравлическое кресло, садишься, он такой, пум, вон, снимай, смотри, кресло снимай. Смотрите, кресло. И оно опускается, это чтобы Да. по всяким развалам там, да, ездить. По горам, По горам, там, да. по бездорожью. Очень классно, а высоко. Это хлам, разбитая машина, как предостережение того, что может быть с вами, если пренебрегать правилами дорожного движения.
Этого водителя уже, видимо, не спасло ничего. Просто в мясо. Выставили на стенд Volvo, засунули туда несколько человек и переворачивают. То есть демонстрируют, насколько безопасно можно себя чувствовать в автомобиле, даже несмотря на то, что машина перевернулась. Вот там, видите, 3 человека сидит. Им хоть бы что. Вот такая классная машина Volvo, друзья. Так, Ирка пошла. Ну что, настала наша очередь попереворачиваться. Верните меня. Верните меня. Это круче, чем американские горки. Смотрите, ребят, какой пулемет. Просто длиной 3 метра. Конечно, я же предупреждала тебя. И меня тоже загребли. Вот мы и дошли до самого главного замка Турку. Он же Абдовский замок. Брутальное строение с кучей лабиринтов, каких-то там коридоров и тюрьмой даже. В 17 веке это была резиденция шведского короля. Заглянем внутрь. Да, интересные конструкции. Тут заброшенные улицы замка. Людей нету. От слова совсем. Ворота высотой, наверное, 3 метра. Давай, Ира, открывай, открывай. Запускай. Запускай, солдат. Я, конечно, в поле боя. Я, конечно, хожу в фитнес-клуб. Тяжело? Я не готова. Смотрите, вот Ира, а вот ворота. Они нереально тяжелые. Вот так вот мучились женщины, когда встречали путников с полев брани. С полей брани, сорян. Продолжаем гулять по внутреннему дворику. Так, заходим в билетные кассы замка. Такая аутентичная дверь. Совсем на кассу не похоже. Здесь очень низкие потолки и высокая ступенька. Аккуратно. Вот, видишь? И все, здесь уже вот так вот немножко облагородили чуть по-современному, но стены внутренние остались прежние. Ну вот мы на распутье. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь.
жизнь потеряешь. Кто не рискует, тот не ходит направо. Пошли. Тут действительно весь замок состоит из лабиринтов, таких узких, всяких проходов. Причем никого, по-моему, кроме нас тут нету. Как говорится, дураков больше нет в этих лабиринтах походить. Ну, мы были бы не мы, если мы сюда бы не пришли. Попали в зал часовни монахини. Ну, понятно, что они тут делали. Молились, конечно. А мы сейчас находимся в королевском зале. Ну, просто такой королевский зал. И тут есть дверца, проем. Что бы это могло быть? О, Ирочка у нас тут. Так. Ну-ка, ну-ка. Какая-то крышка. Не интересная, открывается. не открывается. Присохла. Так это туалет. Так, а это у нас вид в окно из женской комнаты. Так, мы заходим в камеру тюремную. Так, и здесь есть вот такая яма. Глубокая-преглубокая. Там у нас даже кто-то лежит. Ну, метров так 15 навскидку вниз. Что вы изволите, сударь? Я вас приглашаю сегодня на бал. Изволим курицу и пиво. Что-то жарко сегодня. Вы меня смущаете, сударь. Мама, я иду на войну. Куда ты идешь? Ты еще не пообедал. Мама, я тебя умоляю, я иду на войну. Все. Котлету съешь. Мама, если меня кто-то будет спрашивать, то меня нет, я пошел на войну. Хорошо, только недалеко, чтобы я видела, Лень. Мама, что значит недалеко? Я царь, я иду на войну. Какой ты царь, Леня, ты поц. Стой, слушай, что мама тебе говорит. Хорошо. Пришли в экспозицию Ренессанса. Это там уже 1700-е года. До этого были лабиринты Средневековья. И тут попали еще в одну церковную комнату. У них прямо в замке была церковь фактически, даже две. Попадаем в королевский зал периода Ренессанса. Какой здоровый зал. Это вестибюль парадного этажа. Так, это зал комнаты королевы. Ирочка, ты себя ощущаешь королевой? О, да, сударь мой. Прошу, приглашаю на пир. Находимся в дамской комнате. Собственно говоря, вот настоящая дама тех времен стоит. Выходим на самый последний этаж. Вот такой вот скрюченной лестницы. Тут, соответственно, эти окошечки маленькие попадаются, как во всех замках. Серебряная ванна. Так, и здесь у нас проход закрыт наверх, к сожалению. А, ну здесь тупичело. Все. И попадаем куда? Серебряная кладовая. Это серебряная кладовая.
То бишь здесь хранили серебро, ну и всякие награбленное имущество всякое. К сожалению, награбленное имущество нету. Кто-то его уже награбил. Конечно, нужно признать, финские города – это вам не австрийские и не чешские. Все гораздо скромнее, беднее. Но таковы условия, ребят, исторические реалии. Ведь Финляндия долго не была независимым государством, страна небогатая. Но за что я уважаю финнов? Это за то, что они очень бережно относятся к своей истории. Иногда даже к спорным и не слишком красивым ее страницам. По Турку надо гулять не спеша, заходя в закоулочки и разглядывая дома. Я очень советую неспешно посетить город Турку. Именно неспешно. Этот город надо именно смаковать постепенно. Галопом по Европам вы, конечно, пробежаться можете, но в полной мере удовольствия не получите и город не ощутите. Но самое главное, друзья, просто приезжайте, и вам обязательно понравится этот город. Итак, по мановению волшебной палочки мы оказываемся в Хельсинки. Так, мы сейчас уже в Хельсинки. Обратите внимание по поводу велосипедных дорог. Сделано все по уму. Не как в России сейчас пытаются делать быстренько велодорожки. Такие вдоль дороги, где ходят машины, там отгораживают чего-то полосой. Отобрать от водителя кусок дороги. Да. Здесь просто берет тротуар, делит пополам. Слева велосипеды, самокаты, справа, пожалуйста, пешеходы. Все, всем хватает места и безопасно для велосипедистов. Угадайте, кто я? Ой, гудит, правда. Правда гудит. Гудит. У финнов есть три основополагающие вещи, и все на букву «С». Это сиса, упорство, сауна, есть сауна, и Сибелиус, великий композитор Сибелиус. Такая штука. Ой, застрял. Удобная вещь — электрический самокат, который можно взять в прокат. Закачиваете приложение в телефон, ищите на карте свободные самокаты. Причем можно проверить, выбрать любой самокат и увидеть, вот нажми, увидеть, сколько процентов зарядки осталось, да, к примеру. Ну вот мы сейчас здесь находимся, мы его нашли. Значит, здесь 49% зарядки, да, примерно прикидывайте. Стоит это, значит, 25 центов в минута. Вот, и как дальше происходит? Мы сканируем самокат, скан. Так, так, наводим, все, отсканировали. И unlock вой, нажимаем. Нажимаем и сразу едем. Да, нажимаем. Оп, все, время пошло. Приехали, в любое место кинули обратно. В любое место города. Делали разблокировку и пошли пешком дальше. Удобно, да, без предела.
Откатались 22 минуты. У Иры батарея 42%. И надо разблокировать, чтобы закончить поездку. Давай нажимаем Unblock. Блок. Выключить. Да, мы уверенно хотим выключить. Все. Поездка закончена. Не знаю, нужно ли обязательно это сделать, но просто сфотографировать и отослать, что да, вот вы как бы, все так и есть, отправить. Что действительно мы припарковали и ушли. То есть мы бросили просто где захотели, вот у парка какого-то. То есть, это абсолютно нормальное явление. Очень удобная штука, удобнее, чем любой велосипед, там, я ж молчу про машину. Хельсинки, конечно, готов поразить туриста. Абсолютная чистота на улицах, полная безопасность и постоянно пасмурная погода. Но еще и никогда не улыбающиеся финны. Согласитесь, не очень похожи на привычные нам реалии. Несколько фактов. Хельсинки входит в 5 лучших и наиболее безопасных городов мира. Население на данный момент составляет примерно 643 тысячи человек. Хельсинки 4 раза захватывали русские войска. А в 1980-х годах американцы часто снимали в Хельсинки фильмы про Советский Союз. Пейзажи-то похожи. На финском языке город официально называется Хельсинки, еще с момента его основания. Но по-шведски он по-прежнему официально именуется как Хельсингфорс. Во всех остальных языках долгое время употреблялось название Хельсингфорс. В русском языке Гельсингфорс. До того, как Финляндия стала независимой 6 декабря 1917 года. До этого это была российская территория. Еще забавный факт. В Хельсинки, как и во всей стране, действует закон, который определяет размер штрафа за нарушение правил дорожного движения. Он напрямую зависит от вашей зарплаты. И был один случай недавно, когда человек, зарабатывающий 7 миллионов евро, выплатил штраф размером 116 тысяч евро. Нам бы такую практику. Сегодня мы вам покажем 2 необычных здания, которые относительно недавно были построены в центре Хельсинки. Это университетская библиотека и часовня Кампи. Это тот самый пример, когда современная архитектура отлично вписывается в историческую среду, ничего в ней не портит и при этом сама становится новым символом города. Написаны цены на билеты в музей. Но мне понравилась эта фраза: безработные 7 евро. То есть вход для безработных тут отдельно 7 евро, а так 10 вообще для взрослых. Интересно, как доказать, что безработный? Вот в чем вопрос. Так, а вот в музее есть просто тупо релакс-комната. Так, а что у нас там на улице творится? Какая-то толпа. Вроде бы не 1 мая. Какие-то спортсмены. О, кто это у нас тут в музее разлегся? Ай-яй-яй. Хорошо отдыхается. Full relax. Каждый сходится.
казалось бы, что это за рисунок? А этот художник специализируется именно на макро, не съемке только, а на макро рисунке. То есть, допустим, вот это как бы человеческий волос, да, а это вот блохи, клопы и все, что могут обитать на вас. Вот такое вот произведение. То есть у нее все картины это макро рисунки. Так, интересно, а что вот это такое? А это воздух. И все, что мы не видим, различные частицы, дым, пыль и прочие организмы. Вот такая штуковина. Размером 5 на 3 метра. Вот так выглядит современное искусство в Финляндии. Не повторять. А здесь нас ждет инсталляция из натуральных волос. Это причем инсталляция одна и целая. То есть это целая, прицелая. Представлен такой рисовальный класс, и мы рисуем с натуры, вот с этой. Тут же можно выставить работы на обозрение публики. Финнов экология, но везде и во всем. Даже билеты, говорят, утилизируйте после выставки. Наверочка, утилизируем. Утилизировали. Отлично. Финляндия – это морская держава, и это отразилось и в дизайне главной библиотеки Хельсинки. Если смотреть на нее сбоку, она напоминает корабль, а плавные искривленные линии походят на морские волны. По бокам стены сходятся под таким острым углом, что здание кажется плоским, словно лист бумаги. Деревянный фасад облицован финскими еловыми рейками. Толщина каждой из них всего 33 сантиметра, а искривленный выступ здания создает навес над площадью и укрывает горожан от непогоды. Фасад здания сделан из дерева и стекла. Второй этаж библиотеки почти полностью стеклянный. Это позволяет пропускать внутрь большое количество солнечного света. Вообще, библиотеки в Финляндии, и этой в частности, это центры неформального образования, которые поддерживают развитие активной гражданской позиции и свободы самовыражения. Книги стоят очень дорого, и поэтому библиотеки популярны среди местных жителей. В среднем каждый финн берет из библиотеки 16 книг в год. И библиотека Оуди, именно так она называется, это пример библиотеки будущего не только из-за прогрессивных архитектурных решений, но и из-за функций библиотеки как общественного пространства. И книгам пришлось потесниться. Дизайнеры сократили пространство для их хранения, чтобы освободить больше места для людей. Кроме читальных залов, в библиотеке расположены кафе, ресторан, терраса, кинотеатр, аудиовизуальные студии и рабочая зона. Места для работы в интернете и в студии для работы с аудиовизуальными носителями из коллекции библиотеки. В общем, Оуди – это общественное пространство, открытое для каждого, включает туристов. Так что не стесняйтесь, заходите, это бесплатно. Здесь, не знаю, как сказать, переосмысливается идея не только работы с информацией, но и взаимодействия людей в принципе в современном городе.
Ну что, Ирочка, пойдем сходим в библиотеку, что ли? Конструкция, напоминающая корабль. То ли космический, то ли морской. Непонятно. Так, а это мы попали внутрь этой библиотеки. Так, а где книжки? Где книжки? Здесь мы попали на островок коворкинга. Такая швейная мастерская. Можно пошить одежду, зашить дырки, заштопать штаны. А также можно погладить, если у вас смятый вид. Мы попали на второй этаж. На самом деле это многофункциональное здание. Здесь можно записывать музыку, подкасты, бесплатно воспользоваться 3D принтерами, просто поваляться, позаряжать гаджеты. Такая штука творит. Бомжики какие-то уже валяются. Вот конкретно мы подходим к 3D принтеру. Да? Вставляете заранее подготовленный ваш проект на флешке, вставили в 3D принтер, и все, вот он печатает. И материал для печатного бесплатно, пожалуйста, можете выбрать любой. Никто с вас денег не попросит. Тут уже за деньги, за 15 евро метр, можно на лазерном принтере распечатать все, что вы хотите. Смотрите, какой модный монитор компьютерный фирмы Samsung. Такой изогнутый, видите? Есть изогнутый телевизор, а теперь есть изогнутые мониторы компьютерные. Разные комнаты, которые надо бронировать заранее. Тут можно поиграть, PlayStation. Тут можно воспользоваться шлемом виртуальной реальности. Вон там девочка играет. И мальчик. Тут тоже играют. Здесь играют настольные игры. То есть такой вот коворкинг-центр. У них отдельно компьютерный клуб, они рубятся. Итак, мы поднялись на последний этаж, в библиотеку. Есть книжки, в том числе и на русском языке. Читательский билет не нужен, просто берете и читаете. И вот очень много. Так, а вот и книжки на русском языке. Секрет успеха. Пожалуйста. Как по телефону установить контакт и изложить дело. Ирочка, не рассказывай никому секреты. Не надо. Так, специальное кресло, удобное, оборудованное. Сидите, читаете. Читать на таких креслах. А когда погода хорошая будет, летняя совсем, то на такой террасе, оборудованной столиками, с видом на город. Ну а потолок здесь напоминает своды пещер с круглыми отверстиями. Под которыми растут деревья, живые, между прочим. Нам опять повезло. Нам апгрейдили наш номер до клубного лаунжа. И, соответственно, сюда входит посещение лаунжа. Да, Завтрак, ужин. Значит, это последний 9-й этаж. Здесь есть так называемый клубный брекфаст, то есть мы можем отдельно завтракать здесь у себя на этаже. Более такая привилегированная обстановка. И весь день доступны различные напитки, чаи, кофе.
Все это бесплатно. И различные закуски. Но сейчас уже поздний вечер, закусок нету. Остались такие совсем сухие. Ну, вот вид такой с лаунжа сюда. Что, Широчка, запускай нас уже наконец-таки. Welcome. Сколько вот я смотрю на финнов, вот каждый раз, ну, странные люди. Что только не придумывают. Ран, да, бежать, бег. Такая стойка специальная, вот непонятно, корзины, какие-то салфетки. Вот, какие-то карта, ну, вода, понятно, да, попить. И вот лежит карта, да, карта. Оказывается, это карта для бега, для тех, кто хочет бегать. У них вот нарисовано, ну, короче, вот дублируется. Да, вот красная дорожка, по которой можно бегать. Такая стоит просто отдельная стойка для того, чтобы люди смотрели, где бегать в парке. Мы взяли пока для начала немножко суши и немножко том-яма из лосося копченого. Так, у Ирочки тут тоже небольшой набор. Приятного всем аппетита, друзья! Вот и десерт, если только не наелся с сушами. Еще суши, это вегетарианские пошли, с омлетиком. Также мороженое. На десерт можно арбузика взять, курицу, какие-то тут тоже фрукты. Вот. Ну, если вы не сильно так наелись, вам еще том-ям с копченым лососем, лапша, мисо-суп и овощи. За 17 евро вы получаете абсолютно безлимитный набор любых суши и других блюд с безлимитным подходом. То есть можете хоть 10 раз подойти и взять сколько угодно. Суши на любой вкус. Рыбные, мясные, вегетарианские, какие хотите. Также есть сашими. Печенюшечки, кофе, чай, вода с лимончиком и напитки. Все включено в 17 евро, подчеркиваю. Только алкогольные напитки за отдельную плату. Народ здесь полностью отрывается, конечно. Друзья, вот этот самый японский ресторан с безлимитным питанием. За 17,90 вы можете отведать любые суши, супы, лапша, десерты с неограниченным подходом. Ссылочка в описании.
Итак, мы находимся на крыше церкви. А церковь-то непростая. Она врезана в скалу. Аналогов в мире больше не существует. Также там проходят всякие концерты, классической музыки, инструментальной. Заглянем внутрь. Итак, мы находимся возле храма тишины. А знаете, почему называется храмом тишины? Потому что внутри, несмотря на то, что мы находимся в центре города, да, здесь шумно, то внутри этой церкви не слышно вообще ничего. Полностью тишина, полная.